Мало кто знает, но во время Великой Отечественной войны на службу в Красную армию были призваны абсолютно слепые люди. Многие из них были музыкантами, но служили они не в полковых оркестрах. Не участвовали они и в музыкальных радиотрансляциях, поднимающих боевой дух советских воинов. Не ездили по фронтам с концертами. Незрячие музыканты успешно сражались с самолетами Люфтваффе. Представьте себе такую картину. Зима 1942 года. Блокадный Ленинград. Замерзший и обесточенный город. Жуткие морозы и страшный голод. На улицах на саночках везут мертвых. Очереди за хлебом и водой. Окна домов занавешены для светомаскировки, а их стекла заклеены крест-накрест бумажными полосками, чтобы при взрыве бомб разлетевшиеся стеклянные осколки не поранили людей. У странной установки с гигантскими раструбами, похожими на граммофонные трубы, сидит слепой человек. И днем, и ночью. По много часов в сутки. В суровую зимнюю погоду. При сильном студенном ветре, который не утихает ни на секунду. Что же делает незрячий у этого устройства? Незрячий человек слушает небо. Это огромная ответственность и большое напряжение. От его тонкого слуха зависит жизнь многих ленинградцев. Пропустит нужный звук или уснет, и тогда могут погибнуть сотни людей. А вот если он загодя услышит звук приближающихся немецких бомбардировщиков, то у наших зенитчиков будет больше времени на отражение воздушной атаки. Таких слепых слухачей в блокадном Ленинграде было 12 человек. Их отобрали из 300 незрячих людей, отказавшихся уехать в эвакуацию и оставшихся в городе. Когда был объявлен набор в войска воздушного наблюдения, оповещения и связи, практически все они подали заявление о приеме. Однако сразу же пришлось отсеять женщин, поскольку дежурства слухачей проходили в тяжелейших условиях. Потом, по состоянию здоровья исключили многих мужчин, потому как продержаться всю ночь на сильном морозе не по плечу и каждому здоровому. В итоге, из всех добровольцев была отобрана небольшая группа людей с идеальным слухом и отправлена на курсы по подготовке специалистов в области звукоулавливания. После обучения 12 человек были зачислены в действующую армию. В декабре 1941 года слепые воины вышли на боевое дежурство. Каждый из них работал вместе со зрячими красноармейцами у звукоулавливателя ЗТ-2. Эту громоздкую конструкцию наши солдаты остроумно прозвали «Слушай небо». Расчеты ЗТ-2 поворачивали раструбы установки в разные стороны, и слухачи слушали небо в поиске возможной опасности. В первые же дни своей службы незрячие защитники Ленинграда добились отменных успехов. Они запросто отличали советские самолеты от немецких, а также называли их типы и марки. Они оказались способными не только обнаруживать на значительном расстоянии вражеские воздушные цели, но и определять, какие именно бомбардировщики приближаются. Хейнкели или Юнкерсы. Все это давало возможность силам противовоздушной обороны своевременно подготовиться к отражению налета. В начале 1942 года на Ленинградском фронте появились новые модифицированные звукоулавливающие установки ЗТ-5, установленные на грузовиках ЗИС. Благодаря им бойцы воздушного наблюдения могли не только засечь самолеты противника еще на подходе к линии фронта, но и ярко осветить их мощными прожекторами, после чего вражеские бомбардировщики превращались в уязвимые цели для зенитной артиллерии. Немецкие бомбовозы, наткнувшись на плотный заградительный огонь, часто возвращались обратно, неся потери, так и не сбросив свой смертельный груз на Ленинград. Количество человеческих жизней, спасенных слепыми слухачами, невозможно подсчитать даже теоретически. Каждый месяц благодаря их службе отражались десятки, а то и сотни налетов. Тысячи ленинградцев уцелели благодаря тому, что авиация противника обнаруживалась на дальних подступах к городу. Заслуги незрячих слухачей были отмечены командованием. В феврале 1945 года наши герои были представлены к награждению медалью за боевые заслуги.